Еще буквально полгода назад я плотно сидел на Adobe XD и призывал всех пользователей Figma отказываться от этого редактора в пользу собственного решения от компании Adobe. Все течет, все меняется, и совсем недавно я перешел на Figma. Фу, отписка, переобулся. Можете накидывать подобные комментарии, я к ним, если что, подготовился. Привет, друзья, на связи Валерий Алексеев, и сегодня поговорим о том, что круче: Figma, Adobe XD или, может быть, Photoshop. Сравним сегодня с вами эти графические редакторы. Ну и под конец я расскажу вам, какой шаг от компании Adobe заставил меня навсегда просто забыть об графическом редакторе Adobe XD и переключиться на Figma. Погнали! Ладно, это все шутки, я по-прежнему считаю Adobe XD довольно крутым, качественным и функциональным графическим редактором. Тут все, на мой взгляд, как в разработке программного обеспечения, как у программистов. Нет одного какого-то крутого языка, самого лучшего в мире, да? Под каждую задачу есть свой язык, который лучше справляется с той или иной задачей. С какими-то задачами лучше справляется Adobe XD, в каких-то тащит Figma. Залетайте в комментарии, давайте устроим там настоящую баталию, посмотрим, сколько из нас пользователей Adobe XD, сколько фигмачей. Ну и также не забывайте ставить под этим видео лайк, каждый из них мотивирует меня на создание нового видео на этом канале. Ну и давайте сперва расскажу вам о том, почему я все-таки переехал на Figma. Есть здесь две причины. Первая — это чисто техническая. Если моя первая машина, мой первый рабочий компьютер, за которым я начал работать дизайнером, был MacBook Retina 2012 года, и на момент выхода даже уже Figma и профессионального софта он просто ничего не тянул, что работает в браузере, там, в Chrome или Safari, и именно поэтому Figma мне никогда не нравилась, она мне казалась лагучей и тормозной, то в конце 2020 года я переехал на Mac Mini на чипе M1, и все просто залетало, и, собственно, это был такой зеленый флаг для меня, что, кажется, пора переходить на Figma. Ну и вторая причина — это мое трудоустройство. В прошлом видео я рассказывал вам о том, как я устроился в американское агентство на позицию Senior UX дизайнера. Ну и так как вся команда дизайнеров и разработчиков в этом агентстве работает на Figma, мне ничего не оставалось, кроме как в ускоренном темпе осваивать именно этот графический редактор. Кстати, подробно во всех своих обновлениях, что касается работы, что касается каких-то гаджетов, девайсов, устройств, которые я использую в работе, какого-то софта, я очень многое из этого освещаю в своем инстаграм-аккаунте. Смело переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь, смотрите посты, читайте истории, следите за мной и за моими собаками, и, собственно, буду рад вас видеть в комментариях среди своих подписчиков. Сейчас середина 2021 года, я пользуюсь Figma уже примерно полгода и решил в этом видео собрать свой такой топ фич Figma, который мне нравится. Но для того, чтобы сравнение с Adobe XD было честным, я постарался выделить плюсы и крутые фишки как в Figma, так и в Adobe XD. И, собственно, под конец видео, как и обещал, я расскажу вам о паре причин, которые меня просто выбесили и которые заставили меня разлюбить Adobe XD, послать все к черту и окончательно перейти на Figma. Погнали! Итак, сперва поговорим про мои самые любимые функции в приложении Figma. Я думаю, они, в принципе, общие у всех, и очень много популярных функций, которые, действительно упрощают работу. Давайте, собственно, о них и поговорим. И да, в этом списке будут как большие, огромные фичи, которые являются основополагающими в Figma, так и какие-то мелочи, которые просто упрощают работу и делают творческий процесс намного более приятным. Итак, первое, с чего бы хотелось начать, это система компонентов в Figma, дополненная совсем недавно вариантами, и совсем-совсем недавно появились интерактивные компоненты, которые позволяют переключаться между состояниями одного и того же компонента. Когда рисуешь какой-нибудь небольшой сайтик, это еще не так чувствуется, но в последнее время мне приходится довольно много работать над большими серьезными интерфейсами, состоящими из сотни экранов. И на каждом из этих экранов встречаются одни и те же компоненты, таблицы, поля, чекбоксы, формы, кнопки. И все это должно выглядеть и работать по единой логике. Здесь на помощь приходит система компонентов Figma, за что я ее и люблю. Следующая глобальная фича, о которой хотелось бы поговорить, это облачная работа. Кайф Figma в том, что она изначально только облачная. Да, вы можете локально редактировать какие-то файлы, но все равно все взаимодействие и все файлы хранятся всегда только в облаке. И в этом плане командная работа, когда к тебе, к макету подключается несколько человек, менеджер, все комментируют, разработчики задают вопросы, все это на одном холсте круто и быстро, это, на мой взгляд, прям кайф. Едем дальше. Еще одна моя любимая функция — это меню быстрых действий, которое позволяет вам при таком простейшем сочетании клавиш просто открыть менюшку
простое поисковое поле, которое содержит в себе абсолютно все команды Figma, а также все команды подключаемых плагинов. Это просто крутая штука. Зачастую я не помню, где находится то или иное меню в Figma, или не помню сочетание клавиш. Я могу просто начать вводить название той операции, которую мне нужно совершить, и на выходе получить, просто под руками, сразу же под клавиатурой, то действие, которое, собственно, мне и требовалось. Это зачастую очень ускоряет процесс, не нужно искать там иконочки какие-то, не нужно вспоминать, где лежит тот или иной пункт меню. Ты просто помнишь название операции и, собственно, выполняешь ее в тот момент, когда она тебе нужна. Ну и, конечно, дополняется все это, как я уже сказал, плагинами, когда тебе несколько раз нужно использовать один и тот же плагин в разных частях макета, и последняя операция этого плагина, она сохраняется в топе предложений. Все просто летает, тебе не нужно опять заново там кликать мышкой и искать команду этого плагина, она у тебя всегда под руками. Также хотелось бы поговорить про систему стилей. Да, в Adobe XD это тоже есть, но там сохранять можно только цвета и шрифты глобально, чтобы использовать в разных частях макета. В Figma это дополнено еще сетками. Вы можете создать одну сетку для макета и много раз ее глобально использовать по другим макетам в рамках вашего документа. Сюда же добавляются эффекты типа тени, размытия и так далее. И куча всяких других параметров, которые можно один раз сохранить и потом много раз повторно использовать. Это, на мой взгляд, круто. Едем дальше. Анимированные гифки. Куда же без них? Куда же без них? На самом деле это не такая популярная фича, если вы не занимаетесь прототипированием, если вам не нужно создать кликабельный прототип. Но вот я уже опять же, за несколько месяцев работы над серьезными проектами не раз встречал моменты, где без гифки просто невозможно. Конечно, вы можете создать два абсолютно идентичных слоя и через Smart Animate анимациями их связать. Но это все равно работает не так круто и не так удобно. Нужно зачастую ждать, пока анимация закончится, для того, чтобы на втором слайде можно было совершить какое-то действие. Я предпочитаю все-таки сделать гифку для тех этапов, для тех участков макета, где мне это необходимо, где мне необходима динамика и движение, и просто вставить ее в Figma как картинка, и она в кликабельном прототипе будет именно в движении проигрываться, при этом не будет блочить основной прототип, все будет по-прежнему работать, не нужно будет создавать какие-то дополнительные экраны. Еще одна небольшая, но очень полезная фишка — это создание донатов. Вы когда-нибудь пробовали создать вот такой пончик или график в Adobe XD? Это на самом деле запарная штука, особенно если тебе нужно потом вносить изменения. Да, ты можешь там наложить маску, вырезать кусок в Adobe XD и сделать как будто бы, у тебя это действительно донат. Но работает оно очень коряво и очень неудобно управляется. В Figma все по-другому. Ты просто создаешь эллипс, тянешь за пару точечек, и у тебя все создается как тебе нужно. Ты можешь задать скругление, можешь создавать реально крутые красивые графики при помощи исключительно пары кликов. Все это занимает пару секунд, и у тебя готовая фигура. Не раз меня эта штука выручала. Опять же, вспоминаю свой опыт на Adobe XD, там это был трэш. Ну и, наконец, последняя мелочь. Она реально маленькая такая функция, очень незаметная, но просто она помогает обратить внимание на то, какое Figma уделяет внимание мелочам. У вас есть, предположим, любое поле с любым значением, ширина, высота, неважно. Вы можете зажать кнопку Alt или Option на Mac, начать тянуть мышь, и смотрите, что происходит, когда мышь перемещается к границе экрана. Она автоматом перескакивает на противоположную границу экрана. И вы можете, по сути, бесконечно прокручивать вправо или влево, вне зависимости от того, какую ширину имеет ваш экран. Это крутая фишка, и ее немногие замечают, но на самом деле, когда нужно совершить какие-то большие глобальные изменения, она очень сильно ускоряет жизнь и вообще упрощает действия. Да и просто это такая прикольная фишка. Интересно, почему другие разработчики, других редакторов, другого софта до этого никогда не додумались. Вот это была моя подборка любимых функций в Figma. У Adobe XD тоже есть свой запас, есть чем похвастаться. Обязательно об этом расскажу, но после небольшой паузы, буквально 30 секунд. Что самое главное, когда начинаешь изучать веб-дизайн с нуля? Например, когда только делаешь первые шаги или пытаешься сменить профессию. Самое главное — это получить максимум теории и практики за максимально короткий срок. Кому захочется тратить на обучение полгода или год для того, чтобы потом понять, что это не твое? Но это все равно, что поступить в универ на 4 года. За такой большой срок можно 10 раз разочароваться в выбранной профессии. Именно поэтому наш курс по веб-дизайну длится всего месяц. Этого достаточно для того, чтобы влюбиться в веб-дизайн или же наоборот разочароваться в нем. Наш курс проходит в интенсивном режиме, тебе понадобится 2-3 часа каждый день для того, чтобы смотреть лекции и вовремя присылать домашки. Ах да, это главное правило у нас на курсе: если не прислал домашку, отчислен. Судя по отзывам наших студентов, это правило очень дисциплинирует и помогает. Однако, если домашку прислал вовремя, то на следующий день получаешь от куратора персональный разбор
вплоть до всех мелочей и деталей. Помимо этого, ты можешь задавать любые вопросы в любое время. Ну, естественно, в рабочие часы, мы же не роботы. За 4 недели мы проходим всю теорию, необходимую для работы сразу после окончания курса. Помимо этого, мы также изучаем вопросы, связанные с работой с заказчиками, ведением портфолио и трудоустройством. Переходи по ссылке в описании, задавай свои вопросы в онлайн-чате и бронируй место на курсе. Новый поток стартует каждый понедельник. Удачи! Итак, поехали, как и обещал, говорим про топ-фичи Adobe XD, которых мне так не хватает в Figma. Фича номер 1 — это, понятное дело, общая экосистема со всеми продуктами Adobe. Графических редакторов у них не так много, по сути, это Photoshop, это Illustrator, InDesign, ну и Adobe XD. Ну и вот эта вот магия, когда у тебя все макеты, все слои, там, все стили, которые глобально могут использоваться в большом проекте, когда они хранятся в одной библиотеке, и ты можешь внести в файл изменения в Photoshop, подредактировать, где-то подретушировать фотографию, сохранить, и у тебя это мгновенно отобразится в Adobe XD, притом неважно, на любом устройстве ты можешь это сделать. Я могу взять планшет, могу открыть там этот же файл, отредактировать, внести какие-то изменения, сохранить, и он у меня в Adobe XD обновится, потому что все это лежит в едином облаке. Это несомненный плюс, это кайф, потому что когда ты работаешь в Figma и тебе нужен какой-то растер, тебе нужно что-то подредактировать, подретушировать, тебе приходится идти в Photoshop, редактировать, выделять все, сохранять или там копировать и вставлять опять в Figma. У тебя не синхронизируется это все. Это небольшой минус. Еще одна крутейшая фича, из-за которой я действительно люблю Adobe XD, это Repeat Grid. Это сетка повторения. По сути, если вы создали какой-то слой, и вы можете его продублировать сколько угодно раз по горизонтали и вертикали, можете создать просто горизонтальную сетку, можете полноценную многомерную сетку, и все будет работать. Вы можете вносить изменения в один элемент, а все эти изменения будут применяться во всех остальных элементах. По сути, это просто такая большая галерея, большая сетка однотипных компонентов, но это все-таки не компоненты. Это просто слои, при этом вы можете менять картинки и тексты, то есть контент можно менять, и он будет уникальным, но вот свойства все будут в Repeat Grid работать. В Figma тоже есть что-то похожее, это совсем недавно представленный автолейаут, но он, к сожалению, работает только по горизонтали или только по вертикали, он не умеет делать сетку. В этом небольшой минус, собственно, балл за это я бы отдал Adobe XD. Ну и раз уж мы поговорили про автолейаут, у Adobe XD он тоже есть, и он появился немножечко раньше. И там есть одна фишка, которой мне прям очень не хватает в Figma. Вспомните, если вы в Figma дизайните что-то в автолейауте, вы можете, ну, понятное дело, выбрать направление горизонтально-вертикально, и вы можете задать отступ между элементами. И проблема в том, что этот отступ одинаковый между всеми элементами. Если вы делаете то же самое в Adobe XD, вы можете выбрать два соседних элемента и вручную задать уникальный отступ для этих элементов. По сути, вам, ну, можно выстроить всю вот этот вертикальный стэк, так называемый, или горизонтальный, неважно, с разными отступами, все это будет сохраняться. Вот здесь Adobe XD выигрывает за счет отступов. Понятное дело, у Figma там тоже есть свои дополнительные какие-то фишки, которые напрямую связаны с вебовским стандартом, который называется Flexbox. Adobe XD чуть хуже туда подходит. Но все-таки вот конкретно эта фича с разными отступами между элементами, на мой взгляд, в Adobe XD прям киллер фича. Еще одна фишка Adobe XD, которая для меня на самом деле не сильно актуальна, но для многих она важна, это мультиязычность. Если Figma работает только на одном языке, на английском, ну, возможно, еще какие-то другие, там, европейские или китайские языки, то на русском языке Figma не работает. Так вот, Adobe XD поддерживает из коробки русский язык. Может быть, не очень ровно, может быть, местами коряво, но зато поддерживает. Если вы новичок и вы не разбираетесь вообще в английском языке, Adobe XD может стать отличным местом для старта вашей дизайн-карьеры. Если помните, про Figma я говорил, про то, что на моем стареньком ноутбуке она тормозила. Так вот, на этом старом ноутбуке 2012 года Adobe XD я использовал именно по этой причине. Он летал, то есть независимо от того, какого года выпуска мой MacBook был, на нем все равно по-прежнему хорошо работал Adobe XD. В этом, кстати, плюс. То есть Figma изначально это браузерное приложение, которое работает в Chrome, работает в Safari или работает как приложение на устройстве, но это по-прежнему обертка просто для бла-бла-бла-бла. Так вот, Adobe XD — это прям нативное приложение, которое написано для платформы. Да, из-за этого чуть реже выходит обновление, чуть дольше процесс внедрения каких-то изменений, но при этом все работает довольно быстро. Еще одна небольшая фича, которая, может быть, кому-то будет полезна, это возможности импорта. Adobe XD поддерживает импорт из Photoshop, из Illustrator и из Sketch. Приложение Sketch, которое работает только на macOS. Это круто, потому что все они имеют довольно разные форматы, и, понятное дело, не все свойства круто импортируется и поддерживается в Adobe XD, но все, что можно перетащить, все работает, и, на мой взгляд, это крутая, интересная штука для тех, кто мигрирует, допустим, с Photoshop. Еще одна фишка, которой мне крайне не хватает в Figma, это 3D-трансформации. В Adobe XD вы можете создать любой слой,
и просто крутить его, вертеть по 3 осям, как вам нужно. И самый кайф, вы можете это внедрить еще и в прототипы, чтобы когда вы кликаете, там, допустим, на карту банковскую, она у вас с плавной анимацией меняет свою там 3D-трансформацию. Это классная штука, это прикольно. Это можно даже повесить не просто на клик, а на драг, перетаскивание, да, и ну, этого действительно не хватает в некоторых местах, когда, ну, не хочется в фигме заморачиваться с вот этими вот трансформациями. Нужно использовать либо какие-то сторонние плагины, либо растровую графику готовить в Photoshop и потом сохранять. Ну, короче, в Adobe XD это кайфово сделано, мне это нравится. Фух, ну что ж, долго я довольно хвалил Adobe XD. Давайте переключаться на, собственно, те вещи, на те проблемы компании Adobe, которые меня заставили уйти раз и навсегда с Adobe XD и переключиться на Figma. Их на самом деле всего две. Первое, как я уже сказал, в моей работе сейчас довольно много сложных интерфейсов, и четкая, правильная работа системы компонентов для построения именно вот этой самой дизайн-системы сложной, она для меня просто must-have. В Adobe XD, когда я начинал работать с их системой компонентов, это был ад. В одном месте ты где-то меняешь там какую-то небольшую часть мастер-компонента, и у тебя все заменяется во всех макетах. Или если ты, не дай бог, делаешь вложенные компоненты один друг в друга, там вообще начинаются пляски и какие-то танцы с бубнами, чтобы это все заработало. Мне тогда это не понравилось, и я решил просто делать все без компонентов в какое-то приложение, просто на слоях, так скажем, на повторяющихся и дублирующихся одних и тех же элементах. Ну и вторая вещь, которая свершилась буквально, мне кажется, месяц или, может быть, 2 назад. Если помните, раньше Adobe XD работал бесплатно. У вас был бесплатный доступ для 2 или 3 проектов, вы могли их создавать, не могли делиться с другими людьми, там приглашать и так далее, но могли спокойно работать, делать свои макетики, экспортировать, сохранять для самого себя. Это было отличное решение для старта. Так вот, буквально, может быть, я повторюсь, месяц или 2 назад компания Adobe сделала этот графический редактор платным. Сейчас у вас, по сути, нет возможности бесплатно работать в Adobe XD. У вас есть 7-дневный бесплатный период, и все, дальше плати 7 там, или 10 долларов, но неважно, хоть один проект, это хоть их там 10, ты все равно платишь какую-то комиссию. Ты не можешь, как в Figma, работать бесплатно. Figma в кайф в чем? Она поддерживает вот это большое комьюнити дизайнеров. Если ты начинающий дизайнер, и у тебя даже нет денег для того, чтобы платить подписку, ты не хочешь платить 10 долларов там за Figma, да? Ты можешь бесплатно работать, только если ты хочешь работать в команде и хочешь там приглашать сторонних дизайнеров помогать тебе, какие-то сложные функции, да, тогда за Figma нужно платить, но в остальном она бесплатна. Короче говоря, здесь сплошное разочарование, поэтому я и перешел на Figma. Вот такое вот было сравнение, я постарался выдержать его максимально объективным, сравнил положительные функции и фичи крутые из Figma и Adobe XD. Подписывайтесь на этот канал, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а еще больше полезной информации вы можете найти в моем инстаграме, как я уже сказал, а также в нашем канале Telegram, там я периодически публикую всякие интересные новости из мира веб-дизайна, UX и UI. На этом, в принципе, все. С вами был Валерий Алексеев, всего вам хорошего и пока-пока.